Всем доброй ночи, друзья мои. С древнейших времен и по сей день человек стремится в лоно матери природы, потому что природа, она щедра и дарит человеку блага, если человек умеет их правильно просить, правильно забирать, и если человек относится к природе с уважением. Издревле собирательство, рыбалка, охота были основными источниками пропитания до того, как человек занялся земледелием. Мы с вами про собирательство еще поговорим, и я вам дам работы. Сегодня мы с вами будем проводить работы для успешной рыбалки и охоты. Для рыбаков и охотников. Я дарила вам огромное количество работ. Защита в лесу, к лесным духам. Много заговоров, которые вам помогут безопасно войти в лес и безопасно выйти. Защита от зверя, защита от медведя, от волка. Это все очень важно знать. Издревле люди, которые относились с уважением к природе, они и блага природы получали, и всегда были в сохранности и в целостности. Однако есть определенные правила, которые нельзя было нарушать. Вот народы Севера, например, не берут больше, чем надо. Они четко знают, сколько им нужно рыбы, например, чтобы прокормить себя вот несколько месяцев. Они ловят эту рыбу, разделяют в общине между собой, забирают, и остальное оставляют природе, потому что природа должна приумножаться, она должна это место пустое наполнять по новой. Нельзя быть жадными, нельзя быть алчными, нельзя опустошать, нельзя уничтожать. Были определенные законы внегласные, которые уважающие себя охотники и рыбак не должны были нарушать. В определенное время года рыбалка была запрещена. В определенное время года отстрел животных был запрещен. Нельзя было стрелять в беременных самок. Нельзя было стрелять во влюбленную пару, иначе семья твоя разрушится, и вся из поколения в поколение твои дети будут расходиться, потому что ты разлучил их. Нельзя было убивать детенышей или мать с детенышами. Одним словом, очень много различных запретов для тех людей, которые занимались этим, кроме всего прочего. Жадность в охоте и в рыбалке не допускалась. Если охотник должен был добыть определенное количество шкур, тем самым регулировать популяцию зверя, он это делал. У всех были свои угодья, своя территория, никто к другому не лез, мог быть очень наказан, то есть строго наказан. И больше этого нельзя было добывать эту шкуру. Во-первых, невозможно было реализовать столько, и, во-вторых, просто убить зверя и выкинуть тушу или шкуру, это считалось очень большим преступлением. И поэтому брали столько, сколько нужно было для жизнедеятельности. Нельзя было мучить зверя, нужно было, произнесу слово, ликвидировать этого зверя без боли, безболезненно, как можно более безболезненно, если это можно так назвать. По крайней мере, чтобы он быстро уходил и не чувствовал этой боли. Северные народы, например, просили прощения у души медведя после охоты для того, чтобы дух медведя им не мстил. Был даже такой целый обряд обмана духа медведя, мол, не мы сделали, а хромой и лысый, иди их догони, это не мы тебя убили.
Это вот имело смысл. Они не хотели злить мать природу, они хотели просто пользоваться благами матери природы, но при этом не теряя свое человеческое лицо. Учитесь, вот северные охотники, они знают это все. Потом были виды охот, которые считались проклятыми. Например, волчат нельзя было забирать, а многие недобросовестные охотники забирали их. Забирали, сдавали шкуру волчат, продавали там. Нельзя было детенышей разлучать с матерью. Считалось, что потом ваши дети будут болеть из-за этого. Нельзя было убивать медведя в берлоге, спящего медведя. Это считалось очень подлой охотой, проклятой охотой. Вообще, охота на медведя считается проклятой охотой. Очень многие бывают убиты медведем, снятые скальпы и прочие страшные вещи. Ну и охота с рогатиной, когда зверь спокойно спит в берлоге и подходит, значит, будет его, да, этого полуспящего зверя, который не понимает, что происходит, и подставляют эту палку с острым концом. И медведь кидается на эту палку и насаживается на эту рогатину. Вот отсюда и говорят, идет на рожон, то есть вот сам идет на смерть. Но очень часто озлобленный, озверевший медведь мог убить охотников, и после этого он становился шатуном, и все, это было проклятие для деревень. Он мог и скот убить, он мог и людей искалечить и убить, и в дома заходил. И всему этому виной был человек. Иногда показывают охоту на льва, но я-то знаю, как это происходит, потому что у меня есть друзья, в Африке живут, да, эти люди, и они мне писали, есть там частные фермы, львиные фермы. В основном эти львы из этих львиных ферм. Они дают им очень сильно успокоительную, чтобы лев не падал, не засыпал, но чтобы его движения были медленные. И вот какой-нибудь богатый подонок платит большие деньги, этого льва выпускает полусонного, который никогда не был на природе, первый раз вышел, не понимает, куда он идет. И он, значит, в таком состоянии непонятном, и в него стреляют. Это очень подлые вещи. Очень наказуемые, и человек может за это поплатиться жизнью. Есть такой кыргызский фильм «Хужажас», «Жаш», по-моему, да, извиняюсь. Там сказано про воина, про человека, который был защитником своего народа и прочее, но он допустил ошибку, значит, стрелял в этих моралов ради развлечения. И появился дух, хранитель, не помню сейчас, честно, вот этого названия этого духа. Знаю, но вот сейчас вот вылетело из головы. И он появился, показался, и после этого у этого человека начались бедствия в семье. Во-первых, он изменил жене, и рожденный сын вне брака от другой женщины был признан сыном другого человека, который был бездетен, и он с радостью принял этого ребенка, забрал. То есть он лишился одного наследника, и старший сын погиб. Так он лишился потомства. Это означает, что нельзя шутить силами природы. Нужно уважать силы природы. И не просто так у всех народов мира есть хранители леса. Вот один из них, например, Ацха, который был бог Кавказа, Закавказья, значит, хранитель леса, бог охотничества, бог рыболовства и прочее. Одним словом, он распоряжался всеми благами леса. И нужно было просить его, когда приходили и охотились, нужно было приветствовать. Вообще все их называют суеверными, но я считаю, это разумные люди. Это не суеверие. Суеверие – это вера в суету, в ерунду, то есть в ничто. То, чего нету, но в это верят. Это неправда. Любой человек, который часто ходит за грибами, любой человек, который пользуется благами леса, рыбачит там или участвует в охоте, он вам скажет, что есть определенные
обращение к духам леса, уважение. Они приносят, оставляют мед, оставляют молоко, оставляют там блины и так далее, приветствуют духов леса. И они всегда успешны. И те, которые считают это суевериями и ерундой, всегда будут в проигрыше, потому что люди тысячелетиями это делали, это работало. Они были не глупые, не дураки, понимаете. Сейчас говорят, вот в древние времена люди были темные, поэтому верили во всяких ведьм, магию. Вот смотрите, у людей не было ничего лишнего. И хлеб, они определенные там знали норму, кто сколько должен в день есть, и вещи донашивали. Не было ничего лишнего. И приносили ведьме, приносили плату, приносили там пшену, приносили, не знаю, все что угодно, продуктами отдавали и так далее. Как вы думаете, в те бедные, ограниченные времена, если бы ведьма действительно не проявляла реально свою силу и не помогала, и они бы не убедились в этом. То есть пришла женщина, не могла выйти замуж. После какого-то обряда, ритуала, работы с этой женщиной, она выходит замуж. Пришел ребенок, там, то есть мать привела ребенка, ребенок не спит по ночам, кричит, орет, боится. Вот заговорила она ребенка, ребенок начал спокойно спать и кушать, в общем, выздоровел. И так до бесконечности. Если бы она реально не помогала, я вас уверяю, в те времена, это сейчас есть у кого-то лишние деньги, лишние вещи могут отдать. В те времена, если бы она этого не делала, никто бы ей не принес ничего из своего, от себя бы не оторвал и не принес. Это, во-первых. Во-вторых, ведьмы жили в общине, их бы изгоняли. Для того, чтобы... Это сейчас осмелели, сейчас есть интернет, многие считают себя неуловимыми. Я всегда говорила, всегда нужно знать мастера в лицо, нужно знать, где живет этот человек. Как можно больше информации, если человек не скрывается, если о нем очень много известно, все, можно доверять этому человеку, потому что вы понимаете, что этот человек с места не сорвется и не убежит, понимаете? А сейчас интернет, там под разным видом, даже мужики сидят под видом женщин, там гадалок, деньги собирают. Сейчас другой момент. Сейчас другое время. Вот сейчас как раз очень многие обманывают, и очень легко это делать. А вот в те времена женщина жила в общине, жила в селе, куда бы она могла податься. Если бы у нее не было действительно силы, и она не была бы уверена в своей силе, она никогда бы не объявила себя ведьмой. И никогда бы не бралась помогать. И плату тоже бы не взяла. Да вообще бы никого не принимала, потому что она понимала, что это опасно. Наоборот. Ведьмы, которые жили в селениях, они были настоящие. И есть настоящие, ну вообще это все пришло из села, собственно говоря. Деревенская магия, которая праматерь магии, да? Я к тому, что это все реальность, это существует. И люди, которые соблюдают правила обращения к духам природы, к силам леса, они всегда будут в выигрыше. В отличие от тех людей, которые это игнорируют, считая это все пережитком прошлого и суеверием и так далее. У них не будет успеха в этом поприще. А может даже и плохо закончится их желание рыбачить и охотиться. Итак, первое. Чтобы у вас была успешная рыбалка, чтобы вы поймали много рыбы. Каждый раз опуская сети или снасти, или что там у вас, или на что там, на живца ловите, то есть эти, на крючок. В общем, я забыла, как они называются, это все. Читайте заговор и спускайте это в воду. Обязательно поймайте рыбу. Вот первый заговор, второй. Я прочитаю вам и для охоты точно так же два заговора. Итак. Рыбак Василич с утра рыбачил, целый воз рыбины наловил. Улов богатый, улов знатный. Идет рыбак Василич, несет свой улов. Я иду за ним, тихо и без слов. У рыбака Василича улов заберу, к рукам приберу. Мои снасти, рыбьи страсти. Ловись, рыбка, большая да маленькая. Слово дело заклинаю. Еще раз. Читать по одному разу. Вот перед тем, как вы там кидаете, значит.
Не знаю, на что вы там ловите. Кстати, для ловли раков тоже подходит. Ну, там просто слово «рыба», надо говорить «раки». Рыбак Василий с утра рыбачил, целый воз рыбы наловил. Улов богатый, улов знатный. Идет рыбак Васильич, несет свой улов. Я иду за ним, мол, тихо и без слов. У рыбака Васильича улов заберу, к рукам приберу. Мои снасти, рыбьи страсти, ловись, рыбка большая да маленькая. Слово дело заклинаю. Рыбак Василич с утра рыбачил, целый воз рыбины наловил. Улов богатый, улов знатный. Идет рыбак Василич, несет свой улов. Я иду за ним, тихо и без слов. У рыбака Василича улов заберу, к рукам приберу. Мои снасти, рыбьи страсти. Ловись, рыбка большая да маленькая. Слово дело заклинаю. Каждый раз, перед тем, как кинуть это все в воду, начитывайте, и каждый раз вы будете ловить рыбу. Причем хорошую рыбу, не мелкоту. Второе. Можете просто, глядя на, водную гладь, читать время от времени во время всей рыбалки. Идите ко мне, рыбы, из омутов глубоких. Вот вам мой наказ, вот вам мой приказ. Соберитесь, рыбы, от мала до велика. Берите с собой всю свою родню и сюда плывите. Как я сказала, так и будет. Заклинаю. Идите ко мне, рыбы, из омутов глубоких. Вот вам мой наказ, вот вам мой приказ. Соберитесь, рыбы, от мала до велика. Берите с собой всю свою родню и сюда плывите. Как я сказала, так и будет. Заклинаю. Теперь для охоты. Во-первых, приветствуйте лес. Если не знаете заклинания, приветствуйте своими словами. Во-вторых, от клеща начитайте обязательно. Я в лес, а клещ из леса. Дальше. Перепишите защиту от зверя, чтобы не стать добычей всяких зверей, ну и лихих людей, которые там бродят иногда. И если вы там с ночевкой, я выставляла любителям лесного отдыха, возьмите с собой эти несколько работ, их немного перепишите, маленький блокнот, носите с собой, если уж вы хотите безопасно рыбачить или там охотиться. Вот заходите, перед тем, как начать охоту, говорите этот заговор 6 раз. Ну, на следующий день, если опять будете охотиться, и на следующий день говорите 6 раз в начале охоты. Отворяю я лесную дверь. Лети ко мне, птица, беги на ловца зверь. Сахатина, зайчатина, медвежатина. Оглохни, лесная рать. Послушно приди. Моей воле подчинись, чтобы я смог вас забрать. Ключ, замок, язык, заклято. Ну, или смогла, если это женщина. Отворяю я лесную дверь. Лети ко мне, птица, беги на ловца зверь. Сахатина, зайчатина, медвежатина, оглохни, лесная рать. Послушно приди, моей воле подчинись, чтобы я смог вас забрать. Ключ, замок, язык, заклято. Отворяю я лесную дверь. Лети ко мне, птица, беги на ловца зверь. Сахатина, зайчатина, медвежатина. Оглохни, лесная рать. Послушно приди, моей воле подчинись, чтобы я смогла вас забрать. Ну вот тут уже по-женски. Ключ, замок, язык, заклято. И вторая работа, второй заговор. Тоже перед тем, как начать охоту, читайте 3 раза. Стоит читать. Великий Ацха, лесной повелитель, отправь ко мне птиц и зверей, и разреши мне их забрать. Отправь их под мое ружье. Перечисляйте, кто вам нужен. Ну, какие там звери вы на охоту для кого пришли. Возьму не больше, чем надо. Заклято. Великий Ацха, лесной повелитель, отправь ко мне птиц и зверей, и разреши мне их забрать. Направь их под мое ружье. Перечисляйте название. Возьму не больше, чем надо. Заклято.
Великий Ацха, лесной повелитель, отправь ко мне птиц и зверей и разреши мне их забрать. Направь их под мое ружье. Перечисляйте. Возьму не больше, чем надо. Заклято. Желаю вам успешной рыбалки, охоты. Будьте осторожны и помните, что ваша жизнь не только вам нужна, но и вашим родным и близким. Не рискуйте впустую, если вы знаете, что в этих местах бродят медведи или волки, а вы без защиты, не рискуйте своей жизнью. Многие строят сейчас, и дома лесные есть и в тайге, и везде. Многие строят на деревьях. Это, мне кажется, самый правильный вариант. Хотя медведь может туда взобраться. Но в любом случае зайти не сможет по комплекции. Если это, конечно, не медвежонок. От медвежонка ничего страшного. Да, и никогда не забывайте, что за спиной маленького медвежонка, пушистого, хорошего, кругленького, стоит его маманя, которая следит за ним из кустов. Помните это всегда. И не подкармливайте дикого зверя. Он должен учиться охотиться. Многие идиоты радостно подкармливают, снимают на камеру, а потом мы слышим: вон пристрелили медведя, потому что вышел к людям. Они уже рассматривают людей как еду. Они рассматривают людей уже как кормильцев. Они перестают охотиться, забывают, как это делается. И когда подходит уже человек, не понимает, что от него надо, они нападают на человека, могут напасть на ребенка. Может, человек по нужде выйти, нападут. Причем по всей трассе, которые проезжают, и дальнобойщики, и эти платные трассы, неважно. Везде есть такие ограждения специально от медведей, от волков. И их полно, их много в России. Всегда помните об осторожности. Не отходите от машины, когда ночью выходите по своей нужде. Вас никто там не видит, камеры не стоят, никто не фотографирует. Не надо отходить очень далеко. Я помню в своем детстве рассказы бабушки и происшествия, которые случились и потрясли Грузию, когда, проезжая мимо машины, с утра люди увидели возле трассы машину, и дети, которые плакали там внутри машины, не могли понять, что случилось. Сказали, сначала папа вышел, нет, мама пошла в лес, вышла по нужде. Потом папа подождал, увидел, что ее нету, и пошел следом, и они не вернулись. И вот когда народ пошел в лес, увидели обглоданные кости уже и отца, и матери этих детей. Видимо, женщина отошла далеко в лес, волки напали. А потом муж пошел следом, чтобы спасти, наверное, что-то почуял неладное, и его убили. И дети остались одни в этой машине и осиротели. Естественно, они сейчас уже взрослые люди, но я понимаю, что чувствовали эти дети после того, как узнали, что с их родителями случилось. Вот помните всегда, что ваша жизнь важна не только для вас, но и для тех людей, которые вас любят. Наверняка кто-то вас в этом мире любит. Желаю вам удачи, всех благ и берегите себя.